Итак, мы всей нашей команды, вот у нас Михаил Борисович, начальник всех пожарных всей Руси, он сказал, что Костомукском пожарно-спасательном гарнизоне. Чтобы понять работу пожарных, вам нужно почувствовать на своей шкуре. И загнал нас в симулятор, где нас жарили, там, сколько, 1200 по максимуму, и 200 на земле было. В общем, интересно. И мы попробовали... С полным соблюдением охраны труда. Это никто не увидит, кроме нас. И мы пробовали разные стволы. И я могу сказать, что... в том числе эти. Да. И могу сказать, что я очень сильно опечален качеством оборудования, которым обеспечиваются наши пожарные. Почувствовав на своей шкуре, какая это тяжелая, опасная работа, я полагаю, что у них должно быть все самое лучшее. Игорь Федорович, что вы можете сказать по результатам тестов? Категорически удручающий уровень разработок. Вообще по-хорошему должен заниматься этой проблемой, вообще полностью проблемой оснащения пожарных частей, пожарных, их боевой работы и все остальным, какой-нибудь НИИ специальный. И в НИИ должны работать люди, заинтересованные в этом, и их обязательно нужно всех жарить в этом огневом симуляторе, потому что это впечатление на всю жизнь. Значит, комплексный подход должен быть к проектированию и именно отталкиваться от практики. И то, что мы видим сегодня, видимо, люди проектируют достаточно далекие. Как далеки они от народа? Они далеки просто от боевой работы. Даже единожды побывав вот там в огне, ощущаешь на своей шкуре, насколько важно внимание именно к каждой детали. Это не мелочь, а именно к каждой детали. Насколько... К примеру, да, вот Игорь Федорович со мной согласится. Ствол, который тупо протекает и дает тебе какой-то объем воды на твою одежду. И мы почувствовали в симуляторе, как только твоя одежда намокает, ты получаешь ожог. Ожог, моментально. Жопа полная, реально. И вот этих бы инженеров, разработчиков и кто это производит, загнать туда и дать им это стволы, чтобы они тушили. Если из симулятора ты можешь быстро выйти, то с пожара может быть затруднен выход. А второй момент – это качество изготовления. И, соответственно, вот эти две составляющие, проектирования и изготовления, они должны сойтись воедино, и этим нужно заниматься на профессиональном уровне. Чего у нас, насколько я понимаю, особо нет. И еще проблема в том, что у нас большая страна, регионы разные, соответственно, разные требования. И, к сожалению, идет централизованная поставка. И вот Михаил Борисович, в частности, рассказывал об опыте, может быть, сейчас это не патриотично, но я считаю, что учиться надо всему хорошему, неважно у кого. Опыте работы в Финляндии, где начальник пожарной части сам определяет, какое оборудование ему нужно на его месте. Участке, да? Да, где его покупать и прочее, прочее, прочее. Михаил Борисович, что вы можете сказать по этому поводу? По этому поводу с 2003 года у нас тесное взаимное сотрудничество. Очень много специалистов пожарной охраны и спасательной службы Финляндии с предельного нам государства сделали. Наша работа, я считаю, она не имеет ни национальности, ни принадлежности никаким видом власти, политики. Мы вне всего этого, мы просто спасаем. Спасение людей. Без разницы нам спасать финна, еврея, русского, татарина. Мы просто делаем свою работу. И эти ребята показали нам, как надо работать в ДТП, потому что раньше мы были все-таки только пожарным подразделением, спасательные подразделения из нас сделали постепенно. Мы посмотрели, получились у финнов, они дали нам часть оборудования, показали качественное оборудование. Наши производители подтянули уровень, на выставке вы это видели. Гидравлическое оборудование российского производства уже неплохое. Да. Уверен, что дальше пойдет и со всем остальным. Мы заморозились на определенном каком-то этапе по пожаротушению, постепенно мы к этому придем. Та боевая одежда, которую я, когда пришел в пожарную охрану в 1998 году, я видел, и она была в подразделениях, и что сейчас мы получаем, она уже стала гораздо лучше, но мы видим, но не совершенно, да. То есть мы видим аналоги оборудования. Технический прогресс. Да, мы видим аналоги европейского, американского. Ни для кого не секрет, что сейчас то, что надевает на себя боец, не всегда, так скажем, российского производства. То, что ему выдали, и в том, что он хочет себя защитить, это нормальный инстинкт самосохранения. Хочется работать хорошим инструментом и не получить при этом травму. Поэтому мы одеваем все подряд. Резюмируя, я хочу сказать, что надеюсь, теперь у нас в стране все-таки покончено с этим дурацким принципом
зачем нам производить какие-то вещи, мы их купим за рубежом. Как помнишь, этот веселый молочник? А нет, больше вашего пармезана не будет. Так вот, власть придержащим есть смысл очень серьезно подумать о том, чтобы дать возможности нашей промышленности разрабатывать и производить то, что нужно нам внутри страны. И закупать. Потому что новые инженеры, заводы, ученые у нас есть. Будет большой вопрос с закупком. Каким способом это все происходит? Как до пожарной части дойдет до конкретного бойца? Потому что кто-то, например, наверху сказал, мы будем работать вот этим оборудованием, а на земле говорят, а на севере это не работает. А им работать невозможно. И, то есть, вот эта схема прохождения потребностей снизу вверх должна быть тоже изменена. То есть, на первичном уровне должна стоять потребность людей на земле. Они лучше знают, что им нужно, чем люди, которые работают в министерстве. Да, и если мы возьмем как раз арктические условия, такие как, например, у нас, ну это сейчас модное слово арктическое, да, северные условия, по-советски скажем, боевая одежда для работы у нас нужна утепленная, защищенная там, и адаптированная там, до минус 50 хотя бы, потому что максимальный минус в Костомуше при тушении пожара я испытывал минус 52, было такое. И при этом мы сейчас общаемся с коллегами из Оренбурга, у них ландшафтные пожары. Там нужна легкая одежда для работы в полях, в степях. И там техника другая. То же самое касаемо машин, да? Ну, где-то лучше КамАЗ, а где-то лучше Урал. Страна большая, условия разные. Поэтому, резюмируя и заканчивая, очень советую людям, которые принимают решения, просто приехать в любую доступную пожарную часть, вот типа как Михаил Борисович, и просто на себе это почувствовать. Я допускаю, что может быть там, когда вы были молодые и горячие, лет 30 назад вы все это делали. Но сейчас все изменилось, и вам нет, ничего зазорного нет в том, чтобы освежить знания. Я служил в спецназе ГРУ, и с нами, вот там прямо в обязаловку прыгали все, в том числе начальник разведки округа прыгал в обязаловку. Так вот и вам, принимающим решения, точно так же нужно идти хотя бы в симулятор и понимать, что вы поставляете людям, рискующим жизнью своей, ради жизни других. На этом у меня все. Так, Да про стволы мы уже в принципе сказали. Разработчиков, производителей в огонь. И никаких других вариантов. Схема следующая. Ни в коем случае не снимаем ни при каких обстоятельствах себя маску. Включите. Значит, входим, выходим из непригодных для дыхания среды только по моей команде. Too close to the wall.
Температуру представили, да? Только мы сидели ниже на 60-70 сантиметров, чем уровень пола. И пожарные в таких легких условиях не работают. Они работают на уровне пола. Представьте, если бы вы работали в рост. Понятно, почему все время надо лежа или на коленках? При этом расстояние от, так скажем, зоны горения до дверей здесь, где-то 8 метров. Понимаете, да? То есть это огромное расстояние. Если его сократить и вот сделать, открыть дверь и зайти в такое, то это мгновенный прогар маски и ожог дыхательных путей смерти. Все, сейчас берем рукавную линию, подтаскиваем ее сюда. Один держит сам ствол, второй уже подтаскивает сзади, помогает. Одеваемся, не трогаем голыми руками ничего железного. Откинуть немножко. Отходили, да, поостывали. Померяй температуру, сколько они градусов? Ивана. Сколько они температуры? Уже остыли. Остыли, да? Когда лежали, была до 170 на поверхности. Ну, 60. 70 градусов где-то. О, блядь. На каску, тест. На каску он, блядь, проверено. 105 градусов. Сколько? 105. 105, это, блядь, может чайник закипятить. Ну как? Все отлично. И теперь снимаем каски с крага. Аккуратно. Сейчас поможет расстегнуть. Как вам кнопка удобная выключать? О, кнопка говно. Ну вот видишь. Вот так надо вводить все ПТС профи. инженеров ПТС. Симулятор, а потом кто сделал эти кнопки. Да. А теперь поганые немцы, посмотрите, это не реклама. Вот сверху нажал даже в краге, и он остановился. Спарта. Так, теперь, чтобы вы поняли, что
как бы это-то вы там посидели, полежали на полу и ни хера не делали. Работаем Теперь с мы ушами. берем разные стволы и пробуем работать со стволами. Не Да. Ствол не направляет, о безопасности. Давай. Воды! Я всегда на самой передовой. Где-то 500 градусов было. Все подчиненные всегда за мной.